Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ирмина. На просторах интернета я нашла замечательную модель кардигана. Вы можете связать пальто, кардиган, жакет, жилет. А связан он очень популярным и всеми известным узором. Название узора соты. Многие из вас, наверное, его уже видели, вязали, умеете вязать. Но скажу вам честно, об этом узоре я знала уже много-много лет, но никогда его сама не вязала. Сегодня я вместе с вами попробую его связать и посмотрим, что у нас с вами получится. А сейчас я хочу вам предложить посмотреть кардиган, рассмотреть его со всех сторон. Может быть, вам он понравится и вы его свяжете. Если вы все-таки надумаете вязать кардиган, жакет, пальто, выбирайте пряжу, чтобы она была объемная. Например, Alize Midi Суперлана, либо вообще всю линейку Суперлана от Alize, она прекрасно подойдет. Смотрится узор из этой пряжи красиво. Использовать для вязания тонкую пряжу не рекомендую, так как не будет такого эффекта, объема, красоты узора. Рекомендации на пряжу я оставлю вам в описании под видео и в первом комментарии. Также на спицы, на наборы спиц проходите по активным ссылкам, выбирайте пряжу. Доставка бесплатная, цены разные. Все цены смотрите на сайте, проходя по ссылкам. Сейчас я вас приглашаю на мастер-класс. Будем с вами вместе вязать узор. Если не хотите вязать, перемотайте видео и посмотрите, как смотрится узор, который я связала. Я его показываю со всех сторон и также даю характеристику этому узору. Просто перемотайте видео. Образец узора вяжу из пряжи Суперлана Midi от Alize. 75% акрил, 25% шерсть. Производитель рекомендует вязать спицами номер 5-7, крючок 2-4. Цвет пряжи 208. Метраж 170 метров в 100 граммах. Размер спиц 4,5. Они на съемном тросике. Леска. Из набора Knit Pro. В набор входит 8 пар спиц разных размеров. И также комплекты вот этих съемных лесок. Все ссылки на пряжу, на спицы, на набор спиц оставила в описании под этим видео и в первом комментарии. Раппорт узора 2 петли, высота раппорта 4 ряда. Количество петель набираем кратное 2 плюс 2 кромочные. Узор соты, иначе его называют сетчатый патентный узор, вяжется прямыми и обратными рядами, а также по кругу. Сейчас мы с вами свяжем узор прямыми и обратными рядами, а как вязать по кругу, смотрите мою статью. Ссылку на статью оставила в описании под этим видео и в первом комментарии. Написала вам 2 способа вязания. Девочки, раппорт узора 4 ряда. Первый ряд вяжется как установочный. Далее мы вяжем со 2 по 5 ряд. Это у нас будет 1 раппорт. Начинаем вязание с кромочной, заканчиваем вязание кромочной. И вот эту крайнюю кромочную провязываем всегда изнаночной петлей. Вяжем первый ряд установочный. Кромочную снимаю. 1 лицевая. Провязываю ее за переднюю стенку. Накид. Следующую петлю я снимаю, не провязывая. Вот так. 1 лицевая за переднюю стенку, накид, следующую петлю снимаю, не провязывая. 1 лицевая, накид, следующую петлю снимаю, не провязывая. И таким образом повторяем раппорт до конца ряда. Со 2 ряда у нас начинается раппорт. Вяжем первый ряд раппорта. Кромочную снимаю, не провязывая. Дальше у нас на нас смотрят 2 петли, накид и лицевая. Провязываем 2 петли лицевой. Первая петля раппорта, вторая петля раппорта. Мы делаем накид. Следующую петлю перекидываем на правую спицу, не провязывая. Все, связали 1 раппорт, вяжем 2. 2 петли вместе лицевой, накид, петлю переснимаю на спицу, не провязывая. Следующий раппорт. 2 вместе лицевой,
накид, петлю переснимаю на спицу, не провязывая. 2 вместе лицевой, накид, петлю переснимаю на правую спицу, не провязывая. Повторяем вязать до конца ряда. Вяжем второй ряд раппорта. По счету это 3-й ряд. Кромочную снимаем. Далее у нас петля идет лицевая. Провязываю за переднюю стенку. Накиды просто переснимаем на правую спицу, не провязывая. Далее у нас 2 лицевых. Провязываю за передние стенки. Накид просто переснимаю на правую спицу, не провязывая. Повторяем. 2 лицевых за передние стенки. Накид просто перекидываю на правую спицу, не провязывая. 2 лицевых за передние стенки, накид перекидываю на не провязывая. 2 лицевых, накид перекидываем. Вяжем до конца ряда. Крайнюю кромочную провязываем всегда изнаночной. Вяжем по счету 4-й ряд, это 3-й раппорт. Кромочную снимаем, накид, петлю снимаем, не провязывая. Петля с накидом провязывается вместе лицевой. Связали 1-й раппорт, приступаем к вязанию 2-го. Накид, петлю переснимаю на правую спицу, не провязывая. 2 петли вместе лицевой. Это у нас накид и петля. Провязываю за переднюю стенку. Связала раппорт. Следующий раппорт накид. Петлю снимаю, не провязывая. 2 вместе лицевой. Следующий раппорт накид. Петлю переснимаю, не провязывая. 2 петли вместе лицевой. И вот таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Вяжем по счету 5-й ряд, 4-й ряд раппорта. Кромочную снимаю, не провязывая. 2 петли провязываем лицевой петлей за передние стенки. Накид просто перебрасываем на правую спицу, не провязывая. Следующий раппорт. 2 лицевых, накид перебрасываем на правую спицу, не провязывая. 2 лицевых за передние стенки, накид переснимаем, не провязывая. 2 лицевых за передние стенки, накид переснимаем, не провязывая. 2 лицевых, накид переснимаем на правую спицу, не провязывая. Повторяем раппорт, вяжем до конца ряда. Связали мы с вами 5 рядов. Раппорт начинается со 2-го ряда. Далее перематываем видео на начало вязания 2-го ряда и вяжем вместе со мной, повторяя 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ряды. Девочки, прежде чем вы продолжите вязать, я хочу сразу же вам дать пояснение, как вязать накиды во 2-м и в 4-м ряду. Буду сейчас вместе с вами вязать 4-й ряд раппорта и покажу вам, как провязываются правильно накиды. Кромочную снимаю, 2 лицевых за передние стенки, 1, 2. И накид я переснимаю вот таким образом. Вот так вот переснимать неправильно. Переснимаем только так. 2 лицевых, спицу правую ввожу справа налево под накид, переснимаю, перекидываю, не провязывая. 2 лицевых, спицу справа налево, переснимаю, не провязывая. 2 лицевых. Вот таким образом вяжем накиды, когда мы их не провязываем, а просто перекидываем на спицу. Этот правильный способ. Вот так вот не делаем. Все. Я надеюсь, у вас все получилось. Связала я образец узора. Всего у меня связано 7 раппортов в высоту, 10 раппортов в ширину. Общее количество петель 22 и 29 рядов. Давайте рассмотрим узор поближе. Это лицевая сторона узора. Здесь мы вязали все нечетные ряды и изнаночная сторона узора. Расход пряжи, я бы сказала, очень большой.
Узор получился мягкий, очень объемный, плотный. Я бы сказала, полотно получается толстое. Идеальный вариант для вязания зимних и демисезонных вещей. Он очень эластичный, растягивается в разных направлениях хорошо, очень хорошо даже. И также очень пластичный, эластичный в ширину. Пряжу для вязания, конечно же, необходимо выбирать объемную, в меру толстую. Если будете вязать из тонкой пряжи, мне кажется, узор будет смотреться не так эффектно. Так смотрится узор вблизи. И давайте посмотрим на расстоянии. Всем, наверное, вам знаком этот узор. Я его сегодня вязала впервые. Хотя знаю, что он есть и существует уже очень-очень много лет. Вяжет его, скорее всего, в разных странах мира. И он часто используется в вязаных изделиях. Что можно связать этим узором? Свяжите кардиган, который вы видите на фото, жакет, пальто, снуд, шарф. Получится у вас очень-очень теплый снуд. И также можно связать шапку, например. Практически, я бы сказала, в меру ажурный, потому что вот если смотреть на просвет, то здесь наблюдаются небольшие дырочки, но они настолько незначительные, что можно сказать, что узор довольно-таки плотный. Досмотрите видео до конца, я там вам оставила попетельное описание вязания кардигана, которое я вам показала в начале видео. Если будет у вас желание связать, то, конечно же, свяжите. А я с вами не прощаюсь. Увидимся с вами завтра на очередном мастер-классе. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До новых встреч.